Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы будем готовить легендарный армянский торт микадо в классическом варианте. Очень многие друзья-подписчики наши просили, чтобы я приготовила. И вот сегодня мы будем готовить. Сохраняйте рецепт, смотрите до конца, это очень вкусный торт. Для торта нам пригодятся такие ингредиенты: 2 яйца, сливочное масло, сахар, сода, сметана и мука. А для крема пригодится сливочное масло, вареная сгущенка и ванильный сахар. Начнем приготовление с коржей. Для начала мы в сметану добавим вот такую полную чайную ложку соды, перемешиваем и оставляем в сторонке. Пока будем заниматься маслом, сахаром и яйцом. Хорошо соединяем ингредиенты и оставляем. В чашу миксера мы отправляем мягкое сливочное масло. И взбиваем вместе с сахарным песком. Вот так. Пока масло взбивается, мы разобьем в отдельную тарелку 2 яйца. Сейчас покажу, как мы взбили масло с сахаром до такого состояния. И по одному добавляем наши яйца. Одно добавили, теперь взбиваем. И потом, когда соединятся яйца, добавим второе яйцо. А сейчас второе добавим. Уже пошла реакция соды со сметаной, она такая стала воздушная. И мы добавим к нашей смеси масло, яйца и сахара. И после того, как мы добавим сметану, уже долго вымешивать нельзя. Просто соединим все ингредиенты и все. Все, думаю, что достаточно будет. И просеиваем сюда часть муки. И вот так мешаем. А когда уже будет сложно лопатой мешать, уже тогда мы будем на доске вымешивать тесто. И так потихоньку вводим муку. Просеиваем муку. И уже тесто будем перекладывать для замеса на доску. Вот такое у нас тесто получается. Мы должны добиться пластичного, мягкого теста, не забитого мукой.
Сейчас все переложим. Угу. Вот так. Сначала немного скребочком, чтобы к рукам не прилипало тесто. Вот так. Формируем такое тесто в колобок. Продолжаем готовить наше тесто. Оно все еще мягкое и немного прилипает к рукам, но еще не готово. Она должна так собираться в комочек. Вот такое у нас тесто получается. Мягкое, как пластилин. И сейчас мы будем делить на 9 частей. У нас будет 9 коржей. Угу. Если вы будете делать торт высокий, то значит можно поделить на 12-13 частей. Сейчас посмотрим. Угу. У нас каждый колобок будет весить где-то 160-170 грамм. Сейчас я буду взвешивать, чтобы они были все одинаковые. О, это очень много, 250. Вот 176. Итак, сейчас мы все их взвесим. Мы формируем такие колобочки. Вот так собираем их. Вот так. И потом оставляем на 30-40 минут при комнатной температуре, чтобы тесто хорошо настоялось. И обязательно накрываем или полотенцем, или пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Угу. Вот так. Все. Угу. Сейчас будем раскатывать очень тоненько наш колобок. Так. Я думаю, что будет удобно на пергаментной бумаге сделать. Сейчас переложу. Вот так. Немного посыпаем мукой, совсем немного. Так нам легче будет раскатывать. Тесто лучше подается так. Стараемся очень тонко раскатывать. Яка рук вниз? Нести гімакета.
Mi banqueta. Тесто аж просвещается, очень тонко получилось у нас. Мы заранее духовку нагрели. Немного выровняем вот эти кончик, края. Угу. Теперь мы прокалываем вилкой. И отправляем в духовку на 170 градусов. Режим вверх-вниз. Я отправляю на противень с обратной стороны. Где-то приблизительно 5-7 минут. На серединку ставим. Все. Прошло уже 7 минут. У нас дома такой аромат, ореховый аромат. Мы обязательно перекладываем на ровную поверхность, чтобы она остывала на ровной поверхности. Это нам в дальнейшем поможет при сборке торта. Пока выпекался первый корж, я уже раскатала второй. И отправляем в духовку. Такие, сказать, такие. После того, как достали из духовки наши коржи, чтобы они не деформировались и были ровные, мы вот так кладем сверху другую доску. И тогда они будут ровные. Я раскатываю 9-й корж и хочу показать, что из обрезков у нас получится еще и 10-й корж. Вот столько у нас обрезков получилось. В дальнейшем я раскатаю, и будет 10-й корж у нас. Приготовим крем. Нам понадобится мягкое сливочное масло комнатной температуры. Все ингредиенты для крема нам нужны одной и той же температуры. Взбиваем масло с ванильным сахаром до бела. Когда масло стало такое пышное, воздушное, мы по столовой ложке добавляем вареной сгущенки. Итак, 2 банки сгущенки мы будем добавлять. Взбили мы масло сливочное со сгущенкой вареной. Сейчас добавим 2 столовые ложки какао.
И опять взбиваем. Камац, миропе камац. Крем готов. И вот такой он у нас получился. Ароматный карамельно-шоколадный крем. Хочу показать, какой он воздушный. Однородный, воздушный. Сейчас уже будем собирать наш торт. Коржи у нас уже готовы. Вот так они под грузом были. Сейчас мы будем собирать наш торт. Хочу показать, какие они нежные, хрупкие, тонкие коржи получились с ореховым ароматом. Мы стараемся очень аккуратно собирать, чтобы не повредить их. Для начала мы немного наш поднос обмазываем кремом, чтобы лист не ерзал. Вот так. И собираем корж, крем-корж. Обмазываем нашим кремом. Стараемся распределять равномерно по всему коржу. Можно даже, вот у меня есть такая лопатка, вот такой лопаткой. И в конце я покажу, мы будем украшать тертым черным шоколадом. Кладем второй корж и немного придавливаем. Вот так. И продолжаем обмазывать кремом. Будем украшать наш торт. Нам нужно для этого черный шоколад. Мы натираем на терку, подготавливаем на пергаментной бумаге тертый шоколад, а потом будем обсыпать торт. Вот так. Обсыпаем сверху торта нашим тертым шоколадом. У меня здесь 100 грамм шоколада черного. Берите ваш любимый шоколад, который вы любите, вкусный. Мы обсыпаем и потом отправим в холодильник настояться где-то 7-8 часов. На ночь отправим. Ну вот и мы закончили украшать наш торт. Он уже очень красивый, аппетитный и очень ароматный. Но он должен настояться. Мы будем ждать. Вот и настоялся наш торт. Он всю ночь простоял в холодильнике, пропитался. А теперь мы будем резать на кусочки и попробуем, какой тут вкус. Мы режем на такие вот полосочки сначала. Он хорошо пропитался. Очень хорошо, очень аппетитно пахнет. Аня хочет попробовать. Сначала подготавливаем такие полоски для того, чтобы в дальнейшем мы резали на ромбики. Такой торт можно делать как в виде торта, так и как в виде пирожных. Сначала мы порезали на такие полоски, срезаем
лишнее. А сейчас режем вот ножик наискось и на такие ромбики. Вот так. Нежные песочные коржи и шоколадный крем. Этот торт не похожий ни на какой торт. И не Наполеон, и не медовик. Это очень вкусный торт. И чем хорошо, что с каждым днем этот торт еще вкуснее и вкуснее становится. Крем пропитывается. И мак и там кези. Режется очень мягко. Это означает, что крем хорошо пропитался. Песочные коржи в сочетании с кремом — это очень ароматно, очень вкусно. Анинка там есть. Угу. Аня Сагамова, вкусно? Такие. Друзья, пробуйте по такому рецепту. Это очень вкусный, очень праздничный торт. Спасибо, что были с нами. До новых встреч! Если вы попробуете один раз такой торт, вам он очень понравится. Это один из тех тортов, который не оставляет равнодушным никого. Особенно для любителей карамельно-шоколадного крема в сочетании с песочными коржами.